Так, сейчас будем делать чашелистики. Чашелистики у фрезии у каждого цветка, у всех одного и того же размера. Вот они не уменьшаются, а они точно такие же по размеру. Ну, может быть, чуть-чуть, если только. И делать их так, они такие крошечные должны быть. Видите? Маленькие такие. Очень маленькая такая горошина. У меня есть вот такой вот молд. Это от Плюмерии молд. Здесь маленькие такие бороздки. Ну, можно и покрупнее, в общем-то. Можно бороздки вообще не делать. И тогда вы просто вот нажимаете и вот такие прям приклеиваете. Но если вы хотите более реалистичнее, то придется делать на молде. Так. И я вот в самом конце как бы истончаю, как бы махрится немножечко тут в конце. Да, в серединке. Вот он чуть-чуть увеличился в размере. Здесь видно, едва видно оттиск, отпечаток. Здесь он тоньше. Вот такой. На один цветочек 2 идет таких чашелистика. Вот. Вкладываем и с помощью стека немножечко растягиваем. Так. Как вам показать-то лучше? Так. А в середке шариком покрупнее. Вот. Теперь клей у меня водостойкий, он очень-очень густой, и поэтому схватывается быстро. Я просто вот в этот пузырек перелила. Это не от моего клея пузыречек. Так удобнее. Так, с одной стороны и напротив чашелистики. И так все чашелистики. Вот. Потом нужно будет их затонировать. Сборка. Нам нужно собрать вот такой вот цветочек. Два больших, они полураспустившиеся, и бутончики. Мы выбрали так вот, сложили, выбрали цветы, которые мы будем собирать. Проволочка примерно вот такой длины, достаточно крепкая. Начинаем с маленького бутончика. Тейп-ленту мы разрезали напополам. Просто приматываем. Ой, ну вот, порвалось. Выбрасываем заново. Это что такое? Подтягиваем
затягиваем. И где-то сантиметра 2 прокручиваем, заматываем тейп-лентой. Дальше берем бутончик чуть-чуть побольше и тоже его приматываем. Что-то у меня тейп-лента рвется. Что это такое? Опять сантиметра 2 заматываем. Дальше прикладываем бутончик чуть больше. Все то же самое. Здесь более 2 сантиметров, потому что цветок уже распустившийся почти. Снова. В принципе, это несложно. Сложнее обмотать глиной. Вот здесь вот я, здесь, наверное, сантиметра 2,5-3 сделала. И последний цветок, самый крупный. Заматываем нашу тейп-ленту до конца. Так. Теперь расправляем цветочки. Вот этот цветочек кверху смотрит. И сразу сгибаем так, как нам будет нужно. Вот. Ну, где-то так. И нам нужно обмотать глиной соответствующего цвета, такие же, как чашелистики. Глина должна быть мягкая. Если она у вас не мягкая, вы ее немножечко водичкой прям буквально смочите. Или же вот она у меня достаточно мягкая. Или же немножечко кремом. Вот. Она станет еще мягче. Я беру сначала немножечко. Это убираю, чтобы не подсохло. И начинаю промазывать. Когда промазываем, помогаем себе стеком. Здесь стебель довольно-таки тоненький. Так, дальше. Видите, какая она у меня мягкая, она подлипает к рукам даже. Ее легко промазывать. Лепить с нее, наверное, невозможно. Так, что-то тут тоненько у меня. Добавим.
очень мягкая. В общем, у меня здесь вода. Если намочить, то не будет липнуть. Хотя я должна промазать дальше. Так. Поправляем себе стеком. Сейчас вот глина как будто бы другого цвета, светлая, но она когда высохнет, потемнеет, будет точно такая же, как чашелистики. Ну, где-то так примерно. Смысл вы поняли. Здесь я не промазываю, вы можете промазать. Я не промазываю, потому что я буду втыкать это в букет, в пенопласт. Вот. Все. Тихонечко подвесите, чтобы подсохло. Ну или поставить можно. Ну что ж, вот и закончили мы с вами лепить фрезию. Посмотрите, какие красивые. А в букетах они дополняют замечательно вот эти вот бутончики особенно. Видите, как красиво. Вот. Нежные, как живые. Всем пока! С наступающим Новым годом всех!